Всем привет, с вами Рублев. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим про мету классов, рейтинг классов, топ-классов и спеков, хиллов. Наша верная опора в любом рейде и группе. WoW Cataclysm Classic. Видео посвящается тем, кто любит мету и следит за ней. Я хочу записать данное видео и подготовить адаптацию англоязычного PvE тир-листа Сайси Вейнс и WoW TBC и выдать готовый материал зрителю. И присаживайтесь поудобнее, поскольку многие либо не знают английского, и многим попросту лень переводить, сидеть. Я все сделал за вас. Повторюсь, что все материалы взяты с портала ICVains и WoW TBC. Данный тир-лист исключительно их мнение. Вы вправе быть не согласны с таким мнением и тир-листом, это ваше право. Ну а мы начинаем. WoW TBC не объясняет рейтинг хиллов и просто ссылается на Warcraft Logs. А вот ICVains же ссылается на подробное объяснение помимо прирейдовой ситуации. Сперва поговорим о том, что хиллы в Катаклизме все очень хорошие, однако есть выделяющиеся на фоне остальных значительно, такие как Холи Паладины и ДЦ Престы, о которых мы поговорим далее. Но в целом хиллы в Катаклизме очень хорошо выполняют свои функции, и в дальнейшем я покажу в конце видео финальный вариант тир-листа. Давайте наконец-то начинать. Подробности о ранжировании целителей. При ранжировании целителей в ПВЕ мы в первую очередь обращаем внимание на два фактора. Пропускная способность целителя производить большое количество чистого исцеления, будь то устойчивое или взрывное, включая исцеляющие кулдауны, такие как гнев карателя, спокойствие и божественный гимн соответственно, у паладинов, друидов и престов. И утилитарность. Это не исцеляющие способности, которые целитель приносит в рейд, такие как мастерство аур паладина, слово силы барьер преста, или влияние силы, или тотем связи духа и возрождения шамана. Также и все виды батл реса, к которым можно отнести, которые есть, например, у друида. Мы будем ранжировать каждого целителя по обоим этим категориям и далее объясним, как они сочетаются для создания текущего рейтинга класса. Классы специализации S уровня. Самые лучшие хилы в катаклизме. Хотя все хилы могут производить много исцеления, Холи Паладины являются королями исцеления по площади с помощью святого сияния. Когда рейд может быть сгруппирован, стоять тучненько близко друг к другу, особенно во время гнева карателя. Они также имеют множество полезных защитных кулдаунов для себя и рейда, делая их лучшими целителями в целом. ДЦ-престы также необходимы в рейдах благодаря своему уникальному стилю исцеления, который включает значительное количество щитов с помощью божественной эгиды и слова силы щит. Хотя их пропускная способность больше не будет полностью состоять из абсорбов, эти способности позволяют рейду выжить через некоторые высокоуровневые механики урона, особенно в сочетании с словом силы барьер, который уменьшает получаемый урон. Это две специализации, которые вы обычно захотите видеть исцеляющими вашей группы, состоящей из 10 человек. Первый это Холи Палы. Пропускная способность S уровень S-тир и утилитарность S уровень S-тир. Холи Палы больше не является неоспоримым королем исцеления одиночных стилей в Катаклизм, но теперь он способен на непревзойденное исцеление по площади. Когда рейд сгруппирован с помощью Святого Сияния и Света Зари, которые превращаются в массовое исцеление танков с помощью Маяка Света, позволяя паладину сохранять свой статус S-тира S ранга пропускной способности. Особенно, когда принимается во внимание их новая искусность, освященное исцеление. И утилитарность. Хотя Божественный Страж больше не входит в набор инструментов Холи Пала, мастерство аур все еще является мощным рейдовым кулдауном. Гнев Карателя, который есть у Паладина, это надежный кулдаун пропускной способности. Боб и другие кулдауны, перенаправляющие урон, все еще хороши в нескольких сценариях и развитиях событий, в сложных рейдах. И да, Паладин единственный целитель с полным иммунитетом в божественном щите, у него есть бабл. ДЦ Престы, это второй S-тир, это второй класс S-тира хилов. Большинство заклинаний Преста будут активировать божественную гиду и слово силы щит. Все еще существует также слово силы щит, осталось у Преста, хотя больше не будет спамиться из-за высоких затрат маны на него, как раньше он спамился постоянно. В сочетании с новой искусностью ДЦ щиточек, щиточки ДЦ Преста может предотвратить значительную часть входящего урона до его возникновения, что является фантастическим стилем исцеления для сохранения других игроков в живых и более чем оправдывает S-ранг, S-тир, даже если потенциал чистой пропускной способности невысок. Утилитарность S-уровень также. Утилитарность слова силы барьеры влияния силы, подавление боли и массового рассеивания слова силы стойкость. Все это отличные бафы и положительные эффекты, которые и причины привнести и взять с собой в рейд хотя бы одного преста ДЦ, даже помимо причин, связанных с пропускной способностью. Его кулдауны, его бафы позволяют и очень положительно оказывают влияние на то, чтобы взять ДЦ преста в рейд.
Классы специализации A уровня. Катаклизм имеет хорошее сбалансирование целителей, что оправдывает нахождение всех остальных целителей в A уровне, хотя у каждого из них есть свои слабости и сильные стороны, описанные ниже. Шаманы-ресторы специализируются на исцелении, но по площади и точечном исцелении с множеством уникальных утилитарных способностей. Друиды-ресторы — специалисты по исцелению распределенных игроков с большой чистой пропускной способностью, но без щитов, как и холи-присты. Хотя эти три специализации могут работать в группах на 10 человек, они обычно лучше подходят для исцеления рейдов на 25 человек, из-за необходимости их исцеляющих заклинаний по площади, попадать на множество игроков и прицеливаться точечными заклинаниями, чтобы быть эффективными в рейде. Первый — это Шаман Рестор, пропускная способность A уровень, ливень и цепное исцеление — это очень сильное заклинание для исцеления по площади, но они также требуют, чтобы много целей было повреждено, была нехватка здоровья у многих целей и находилась в непосредственной близости, делая их более ситуационными, чем большинство других заклинаний для исцеления по площади. Рептайд усиливает цепное исцеление и является очень мощным заклинанием самим по себе, катаклизм. Он также обеспечивает приливы, которые можно сочетать с новой искусностью шамана глубокое исцеление, чтобы сделать шамана восстановления рестора очень сильным точечным целителем. А утилитарность у него S уровня, потому что у него есть жажда крови или героизм. По-прежнему это является критически важным рейдовым бафом в катаклизме. Теперь их также могут давать маги в катаклизме, но тем не менее шаман восстановления рестор получает фантастическую новую утилитарность с тотемом связи духа и аурой предков. Может по-прежнему приносить огромное количество тотемных бафов и дебафов для заполнения пробелов в рейдовых бафах. И друид Рестор. Пропускная способность S уровень и утилитарность B уровень. Друиды обладают отличным исцелением по распределенным игрокам с помощью омоложения. В то же время как значительное исцеление на танков привносят танкам с помощью жизни света. И точечное исцеление и проком ясности мысли. Их спокойствие также теперь является кулдауном для исцеления рейда, а древо жизни с сильным кулдауном личной пропускной способности, делая их очень универсальными для исцеления. Самое главное, большая часть этого исцеления может быть выполнена на ходу, делая друида самым мобильным целителем. То есть друид очень мобилен. И утилитарность — это эквивалентные рейдовые бафы, такие как знак дикой природы, облик зверя, восполнение, вероятно, уже будут принесены другими классами в рейдовой обстановке. А озарение теперь очень слабо, если не используется на себе. Также, хотя Battle Race очень важен, его теперь могут принести несколько других классов, и все игроки в рейде будут делить общий лимит боевого воскрешения, делая его намного слабее, чем раньше. Ну и последнее — это Холи Присты, пропускная способность S уровень и утилитарность B уровень. Как и предыдущие целители, святые жрецы могут делать все от сильного исцеления одиночных целей до исцеления по площади. Хотя чакр, их скилл, требует специализации на одном или другом в течение его длительности, их божественный гимн, возможно, самый мощный кулдаун для исцеления рейда из всех, но требует долгого времени неподвижного прочтения. Колодец света — интересная механика, может исцелять много, но его очень сложно использовать правильно и легко проигнорировать или потратить впустую. Наконец, их искусность эхо света обеспечивает огромное количество дополнительного исцеления. Хотя ДЦ-присты являются одной из самых важных специализаций целителей для привлечения в рейд благодаря своей уникальной утилитарности, холи-присты в основном имеют дух хранителя и дух возрождения, которые не так хороши, как подавление боли и особенно слово силы барьер. То есть холи-присты похуже будут, чем ДЦ-присты, но они также неплохие хилы. Но ДЦ-присты, конечно, в разы лучше. На этом видеоролик подходит к концу. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приходите на стримы, которые проходят довольно-таки часто. Задавайте ваши вопросы в комментариях, а я напомню, что все материалы взяты с портала icevents.com в TBC и тирлист составлен с учетом мнений этих PvE порталов. Ваше мнение может не совпадать с мнением гайдоделов, поэтому прошу, если вы не согласны, напишите об этом в комментарии. Всем пока и удачи вам!